Я покажу тебе, как сделать эффект набирания текста с курсором в PowerPoint. Мы сделаем на примере вот этого слайда, а в конце еще покажу 4 идеи, как это можно использовать в презентациях. Привет, я Миша. Мы вместе с тобой учимся создавать вовлекающие презентации с анимацией. Для начала, самый простейший способ, которым пользуется большинство, но меня он, честно говоря, не устраивает. Сейчас ты поймешь почему. Пробуем повторить этот эффект, используя только PowerPoint. Для того, чтобы повторить, нам понадобится уже текст, который мы добавили на слайд. Мы его выделяем. Заходим на вкладку «Анимация», находим зеленую анимацию, это анимация появления, как у нас элемент появляется на слайде, и находим здесь прям так анимация сама называется, появление. Он у нас снизу вверх так плавно появляется, нам пока это не подходит, и мы заходим на кнопочку «Область анимации», у нас справа открывается дополнительная настройка. Здесь мы выбираем вкладку «Параметры эффектов» и выбираем свойства не снизу, а, во-первых, слева, чтобы у нас слева направо появлялся. Либо вот здесь то же самое, эта кнопочка, она находится. Потом мы спускаемся в анимация текста, и тут нам нужно выбрать анимировать не все вместе, а по буквам. И смотри, что у нас получается. То есть буквы, они появляются вроде бы как, да, как будто он печатается, но выглядит это нереалистично. Кого-то может устроить и такой вариант, но мы с тобой пойдем дальше и сделаем уже вот этот слайд. Пару слов про оформление. Сам по себе он очень простой. Здесь добавлен обычный текст, который мы сейчас будем анимировать. Шрифт здесь Press Start to P. Все шрифты, все материалы, которые я использую, включая все слайды, они будут в описании под этим видео, ты их сможешь скачать и ими воспользоваться. Здесь у нас на слайде еще находится обычная иллюстрация, скачанная, первая попавшаяся из Яндекс.Картинок кнопка в виде обычного прямоугольника с текстом. Кстати, что находится под кнопки, куда она ведет, расскажу чуть позже. Все гениальное просто. Помимо PowerPoint нам потребуется еще программа, абсолютно любая для записи экрана. Можно воспользоваться OBS, хорошая бесплатная программа. Я же пользуюсь стандартной маковской программой, которая записывает экран видео. Просто выделяю ту область, которую мне нужно записать. В нашем случае нужно записать только текст. У меня сюда не попадает ни иллюстрация, ни кнопка. Выбираю, да, настройки записи, отключаю микрофоны, чтобы звук лишний не шел, и нажимаю просто запись. Как нажму, я сразу начинаю редактировать текст, и нужно мне его очень быстро убрать и снова написать те слова, которые у меня здесь должны появляться. И, ну, давай попробуем. Набираю запись, убираю все слово и пишу интересные. Здесь важно не ошибаться. Снова стираю. Такая довольно кропотливая работа. Понятные. Снова убираю. Пишу стильные. Чуть-чуть подождал, чтобы все прочитали. И снова пишу красивые. И запись останавливаю. Что у меня получается вот такое видео. Я сразу же его добавляю на слайд. Дальше я его редактирую по размеру. Нам нужно их сопоставить по-хорошему. Для того, чтобы их сопоставить, мне нужно нажать на видео правой кнопкой, отправить на задний план. И здесь мы уже можем подбить таким образом, чтобы у нас текст этот совпал. Тоже немного кропотливая работа, но это важно сделать, потому что вся красота, она кроется в мелочах. Вот по букве К я ориентируюсь, по вот этому углу я выровнял, и дальше просто растягиваю размер, чуть-чуть она все равно сместилась, но я думаю вот так, оп. Потратил секунд 30, и вот я выровнял один текст над другим. Дальше я выделяю видео, захожу на вкладку «Формат видео», здесь есть кнопочка «Обрезать», и я обрезаю все лишнее. Я обрезаю верхнюю часть текста, я обрезаю справа, так, чтобы у меня не было видно никаких рамок, я обрезаю нижнее слово и обрезаю, получается, вот тут правую часть таким образом, чтобы у меня тоже там пропала рамка, которая есть внутри самого видео. И еще видео желательно во-первых, еще, да, смотри, здесь текст, само слово красивое нужно удалить и оставить здесь отступ, так, чтобы там осталось только видео. Дальше я этот текст отправляю на задний план и настраиваю само видео. Выделяю его, захожу на вкладку «Воспроизведение», запуск выбираю автоматически, чтобы мы не запутались в кликах, количествах, да, чтобы оно само воспроизвелось. И воспроизводить непрерывно, чтобы оно зациклилось. И уже мы можем посмотреть, что у нас получилось. Еще раз, все гениально просто. Включаю показ слайдов, да, все, видео само запустилось, и вот оно таким образом печатается текст, и он сам же стирается. Причем видео зациклено, и эти слова, они будут бесконечно появляться, уходить, появляться, уходить. Я думаю, сейчас вот самое время поставить лайк на видео и подписаться на канал. Куда же ведет кнопка? Мы уже несколько месяцев разрабатываем курс по продвинутой анимации в PowerPoint. На момент записи, вот прям вот сейчас курс плюс-минус готов на 40%, но вы уже можете к нему подключиться. Если подключаетесь сейчас, то подключайтесь по очень выгодной стоимости.
Вы узнаете абсолютно все про анимацию, как и где ее использовать, как она работает в PowerPoint. Вы будете получать домашние задания, упражнения, получите наставника своего персонального. В общем, все в лучших традициях моих курсов. Подборки полезных ресурсов, обратная связь на ваши слайды, повторение крутых слайдов по программе. Ссылка на курс будет в описании. Обязательно ознакомься с программой, и если есть желание, подключайся. А вот еще 4 идеи, как мы можем использовать этот эффект в презентациях. Мы можем записывать абсолютно все. Например, мы можем записать любой поиск, Яндекс или Google, вбить туда любую фразу и уже вставить это как анимацию в презентацию в виде как видео или GIF картинкой. Можем изображать отправку сообщения или получение сообщения абсолютно в любой социальной сети. А можем даже записывать экран телефона и добавлять это на презентацию. И тоже можем использовать любое приложение. Этот инструмент отлично подойдет в качестве инструкции или когда мы хотим продемонстрировать что-то важное, для того, чтобы вовлекать, еще больше и больше вовлекать зрителя в презентацию. И последнее, мое любимое, вы можете ставить лайки, писать комментарии и в том числе записывать это и добавлять на свою презентацию, как вы ставите лайки и комментарии. А если вам ценно то, что я показываю, все идеи, которые транслирую, если они вам полезны, вы можете поддержать мой канал своими реакциями, как раз таки лайком и комментарием. И напишите в комментариях еще свои идеи, что можно добавить на презентацию с помощью такого приема. Вот тут есть еще видео, можешь посмотреть и их. Подписывайся на канал для того, чтобы не пропускать следующие видео. Спасибо тебе, то, что досмотрел до конца. Пока.